Привет, армия. Вчера во время прямого эфира Чингук снова выдал момент, который заставил многих фанатов безостановочно улыбаться. С самого начала он выглядел расслабленным, его спокойный взгляд всегда приковывал всеобщее внимание, а улыбка освещала весь экран. Каждый раз, когда он смеялся, люди в чате реагировали, а его мягкий, искренний смех делал атмосферу еще более интимной. Казалось, он наслаждался каждой секундой, и многие смотрели, не в силах отвести взгляд, в ожидании, что он скажет дальше. Один из самых запоминающихся моментов был, когда он играл в страшную игру. Когда он был напуган, он почти произнес фразу, но вовремя оборвал ее. Эта естественная, быстрая и уморительная реакция стала одним из самых обсуждаемых моментов среди фанатов, которые постоянно повторяли, как забавно видеть, как он пытается сохранять спокойствие. Его выражение лица, смесь удивления и нервозности, только вызвало еще больше смеха в чате и привлекло всеобщее внимание. Во время прямой трансляции Чингук также нашел минутку, чтобы поблагодарить армию. Он сделал это теплым, простым и искренним тоном, что многие восприняли как еще один знак того, насколько он ценит их поддержку. Этот момент был искренним и трогательным. Казалось, он обращался ко всем зрителям, его слова вызвали нежность у фанатов, которые всегда ждали подобных жестов внимания. В середине прямой трансляции произошел один из самых обсуждаемых моментов. Чингук начал петь песню Джастина Бибера «Ауф Эмуэ Фейс». Его голос был чистым, без прикрас. Многие фанаты отметили, что эти моменты понравились им больше всего, поскольку он продемонстрировал его талант просто и естественно. Чат был полон удивления и радости, его пение сделало трансляцию особенной, почти как личное выступление, его мягкий голос создал спокойную атмосферу, которая очаровала всех. Тем временем, некоторые поклонники Текука отметили, как мелкие детали прямой трансляции напомнили им, как им было приятно видеть их обоих в комфорте и позитивной энергии. Каждый добрый жест или радостное выражение от Чингука были интерпретированы некоторыми фанатами как положительный знак внутри фандома. Речь не шла о том, чтобы сделать окончательное заявление, скорее, речь шла о том, чтобы поделиться тем, что чувствовали все, когда видели их счастливыми. Такие комментарии демонстрировали радость, которую сообщество испытывало на каждом выступлении. Конец прямой трансляции оставил приятное чувство. Многие согласны с тем, что Чингук излучает спокойствие и радость, и что каждая маленькая реакция, слово или смех делают трансляцию стоящей. Наблюдение за тем, как он веселится, поет и выражает благодарность, естественным образом удерживает внимание зрителей до самой последней секунды. Поклонники заканчивают день с улыбкой, комментируя свои любимые моменты и с нетерпением ожидая следующего раза, когда они смогут увидеть, как он делится чем-то таким спонтанным и интимным. Когда кто-то не может сказать вслух, кого он любит, его действия начинают говорить за него. Это то, что мы всегда видим у Тэхёна и Чингука. Маленькие, постоянные, но очевидные знаки для тех, кто внимательно следит. Чингук выбрал медведя своим любимым персонажем и никогда не хотел делиться этим, не ради забавы, но потому что это имело для него особое значение. Когда он позже выбрал тигра, он мог выбрать любого из многих, но он все равно выбрал партнера, который будет сопровождать его годами. Он не променял медведя на тигра или тигра на другую фигурку, он сохранил их вместе, как будто было что-то в этом сочетании, что заставляло его чувствовать себя комфортно и понятно. На концерте P.T. Divas в Вегасе произошло нечто, что привлекло всеобщее внимание. Был стол, заваленный примерно 50 наклейками. Но Чингук взял только 2 – тигра и медведя. Он наклеил их на свою куртку без колебаний, как будто это был естественный выбор. Любой, кто наблюдал за ними годами, знает, что эти 2 персонажа связаны с образом, который многие фанаты ассоциируют с Тэхином и им самим. Это был простой жест, но достаточно, чтобы некоторые поняли его смысл. Он даже указал на наклейки в другой момент, как будто для того, чтобы убедиться, что деталь не осталась незамеченной. Самый яркий момент был, когда Тэхин потянулся за той же наклейкой и оставил там руку на мгновение, как будто поняв небольшой посыл и ответив по-своему, он тепло обнял Чингука, не глядя в камеру. Такие моменты, часть их динамики, тихие жесты, которые показывают связь, выкованную привычкой и привязанностью. Слова больше не нужны, когда у 2 людей есть свой собственный способ общения. Некоторые говорят, что любовь не всегда выражается вслух.
Иногда она проявляется в самых незначительных вещах, выбранном объекте, захваченном взгляде. Неожиданно протянутой руке – это то, что многие фанаты обнаружили, наблюдая за ними на протяжении многих лет. Дело не в том, чтобы что-то раскрывать или преувеличивать, дело просто в понимании того, что некоторые связи работают именно так, без драмы, без спешки, без необходимости слишком много выставлять на показ. Мысль о том, что их отношения сохраняются вне времени и места, проистекает из этих повторяющихся моментов, жестов, которые кажутся незначительными, но возвращаются снова и снова, не в том, чтобы представлять что-то грандиозное, а в понимании того, что когда кто-то действует последовательно, это потому, что он что-то чувствует. Не случайно два человека выбирают друг друга вместо таких повседневных мелочей. А потом был случай, когда Чингук назвал Тэхёна «мой маленький медвежонок». Он сказал это спокойно и естественно, гладя волосы Тэхёна без особых раздумий, с мягким, почти автоматическим выражением лица, словно такие прикосновения были обыденностью. Тэхён посмотрел на него с легкой улыбкой, разделяемой только тогда, когда были доверие и близость. Между ними больше ничего не требовалось. Видеть их вместе всегда было захватывающе, не только потому, что они делили одно и то же пространство, но было что-то в том, как они двигались, как они смотрели друг на друга, что заставляло всех чувствовать себя ближе. То, как Тэхён и Чингук взаимодействовали, не требовало слов, чтобы выразить то, что происходило между ними. Прикасались друг к другу без причины, смеялись вместе, спонтанно танцевали. Все эти детали казались незначительными, но они чувствовались естественными и искренними. Не было никакого давления, никаких обязательств. Было ясно, что они наслаждались близостью друг друга. Однажды Чингук назвал его «мой маленький медведь» со спокойствием, которым обладал только он, проводя рукой по его волосам, простой, почти автоматический жест, но такой значимый. Тэхён ответил на него нежной улыбкой, которая не требовала объяснений. Это проявлялось только тогда, когда были доверие и привязанность. В этот момент ничего другого не требовалось. И именно это делало его особенным. Неважно, в окружении ли они других или перед камерой, их жесты всегда одинаковы, они смотрят друг на друга, они прикасаются друг к другу, не задумываясь, и все это передает то, что другие могут почувствовать, даже не говоря этого. Чингук наклоняет голову, когда слышит смех Тэхёна, и Тэхён подстраивается под его ритм, как будто их тело точно знают, что собирается сделать другой, иногда улыбки или легкого прикосновения достаточно, чтобы раскрыть их связь. Поклонники следят за ними годами и знают, что эти детали никогда не померкнут. То, как они встречаются взглядами, как они поддерживают друг друга простыми жестами, как каждое действие кажется естественным и постоянным, это не притворство, это не преувеличение, просто мгновения, которые текут и кажутся искренними, каждое прикосновение, каждый общий смех. Каждый маленький жест говорит о чем-то без слов. Чингук может играть с волосами, наблюдая за Тэхёном, а Тэхён может улыбаться с нежностью, присущей только ему. Это молчаливое правило, что-то, что кажется частью того, как легко они понимают друг друга, даже если их окружение меняется, их способ быть вместе остается прежним, они остаются спокойными и близкими. Как будто никакие внешние факторы не могут повлиять на них. Иногда просто наблюдать, как они сближаются, показывает, как легко они понимают друг друга. Тэхён может начать смеяться, и Чингук тут же присоединится, без необходимости говорить. Их жесты связаны, дополняют друг друга, и каждое действие, каким бы незначительным оно ни было, имеет свой собственный смысл. Взглядов, которыми они обмениваются, иногда достаточно, чтобы сказать все, им не нужно ничего объяснять. Это простые, повседневные моменты. Но они отражают нечто постоянное и настоящее. Именно эта естественность заставляет поклонников следить за каждым жестом, каждой улыбкой, каждым прикосновением, потому что даже самые незначительные вещи кажутся важными и интимными. Наблюдать за ними вместе значит быть свидетелем соучастия, которое строится день ото дня, с мелкими деталями, которые не видны сразу, если не присматриваться. Они ищут взгляды друг друга, они сопровождают друг друга молча, и даже находясь в группе, их связь все еще существует, она не принуждена и не запланирована, она просто есть. И именно поэтому за ними так легко следить и чувствовать. Ничего не преувеличено, ничего не надуманно, вы просто видите, как они влияют друг на друга жестами и действиями, которые кажутся естественными, но которые для тех, кто наблюдает за ними, говорят больше, чем могут выразить слова.